Всем привет! Сегодня будем шить бортик с параллельными защипами. Для этого нам понадобится два отреза ткани. Один размером 32 на 32, это наша задняя часть бортика. И один отрез, это прямоугольник. Ширина его будет 32 сантиметра, а длина будет зависеть от того, сколько вы хотите сделать защипов. Я буду делать 7 защипов параллельных, поэтому я взяла длину 36 сантиметров. Вы можете взять немного больше. Если вы будете делать очень частые параллельные защипы, то лучше использовать, во-первых, лапку для защипов. Она будет, вам проще будет ей шить. И лучше не отрезать конкретную длину при частых защипах, а когда сделаете нужное количество защипов, потом отрезать лишний кусок ткани. Еще раз повторюсь, я буду делать 7 защипов, поэтому у нас длина 36 сантиметров. Можно взять 36,5 сантиметров. Заднюю часть мы пока откладываем и берем нашу переднюю часть. Нам нужно загладить линии, заутюжить, чтобы по ним мы прострочили защипы. Сначала мы складываем наш отрез ткани пополам и заглаживаем, проглаживаем вот эту вот линию. Заглаживаем так, чтобы вот эта вот заутюжка у нас была на лицевой стороне. То есть тут у нас изнаночная, здесь лицевая. Теперь складываем вот так вот к серединке, то есть вот эту вот часть пополам. Также хорошенько заутюживаем. То же самое с вот этой стороны. И теперь вот эти вот все серединки мы тоже вот так вот совмещаем. Заутюженные наши швы, заутюженные наши линии. И аккуратненько проглаживаем. То же самое здесь. Также вы можете, если вам удобнее, воспользоваться маркером исчезающим, расчертить и прострочить на машинке. Можно не проглаживать. Вот так вот у нас получилось 7 наших заутюженных линий. Теперь можно их прострачивать на швейной машинке. Вот так вот мы складываем. И строчить мы будем где-то на расстоянии примерно 1-2 миллиметра от края. Стараемся не спешить, чтобы у нас строчка получилась идеально ровная. Длину стежка я поставила 2,5. И аккуратненько, не спеша, мы прострачиваем.
Вот так вот у нас получается. Я делаю бортик для примера, поэтому я взяла белые нитки. Когда вы будете делать для себя, вы выбираете, конечно же, нитки в тон. Обязательно, чтобы этой строчки не было видно. То же самое мы проделаем с нашими остальными линиями. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно наши складочки загладить, все заутюжить на одну сторону. Так вот проглаживаем и чуть-чуть мы нашу ткань подтягиваем. Так вот у нас получилось. Теперь можно собирать наш бортик. Теперь накладываем наши части лицом к лицу. Если что-то есть лишнее, подравниваем. Также отмечаем там, где у нас будут завязки, примерно на одинаковом расстоянии, чтобы были. И прикалываем завязки. Я прикалывать завязки не буду, так как бортик шью для примера. Завязки можно использовать разные. Можно использовать атласные ленты, можно репсовые ленты, они покрепче. Можно делать петельки также из репсовой ленты, либо делать одну широкую тканевую завязку. Я оставлю в описании ссылки на видео, в которых я показывала, как шить с такими вот завязками. Так, соединяем, прикалываем завязки внутри и скалываем булавками по периметру. Прострачиваем по всему периметру и внизу оставляем отверстие сантиметров 10, чтобы вывернуть наш бортик. Когда мы прострочили, срезаем наши уголки под углом 45 градусов, не доходя до строчки, где-то миллиметр-полтора. И можно выворачивать наш бортик. Также такой бортик можно сшить со съемной наволочкой на молнии. Как это сделать, я оставлю видео также в описании под видео. И тогда будет проще его стирать, гладить. Уголки расправляем. И еще раз проглаживаем нашу наволочку. Расправляем все швы аккуратненько. И заглаживаем вот этот вот шов, чтобы его легче было застрочить или зашить потайным стежком. Теперь берем наполнитель. У меня вот такой холофайбер в виде шариков. Он такой вот пушистый и хорошо держит форму. Меня часто спрашивают в комментарии, не будет ли видны вот эти вот шарики под наволочкой, под бортиком. Все зависит от наполнителя. Выбирайте хороший, дорогой наполнитель, элитный, потому что есть дешевые, они даже по цвету отличаются. Они такого серого цвета, очень жесткие. И, конечно же, очень часто такие наполнители видны под бортиками и портят их вид. Такой наполнитель, он очень хорошо держит форму. Вот он беленький такой и пушистый. Начинаем набивать, как обычно, с уголков. Постепенно заполняя наш бортик.
На такую подушечку уходит около, у меня, по крайней мере, 100, от 100 до 120 грамм. Ну, примерно, может, 110 в среднем. Еще раз повторюсь, зависит от наполнителя. Такого пушистого наполнителя нужно меньше. Его даже, в принципе, хватает килограмма на все 12 бортиков. Если наполнитель жестковатый, более спрессованный, то его нужно где-то 1,5 килограмма. Вот так вот мы набиваем весь бортик до конца. Теперь закалываем отверстие и зашиваем потайным стежком. Вот такой у нас получился бортик, подушечка. Если выпирает сильно наполнитель, можно еще дополнительно аккуратно прогладить утюгом, не прижимая сильно. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписались, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!